Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай AliExpress. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришел телефон Xiaomi Mi 9. Это флагманский телефон, представленный в конце февраля 2019 года. Коробка выглядит красиво, и на передней стороне видим девяточку, соответствующую модели телефона. Пришла глобальная версия. На обратной стороне некоторые характеристики. Телефон в черном цвете, версия 6х128. А теперь откроем коробку. Даже коробка сделана качественно. Плотный и приятный на ощупь картон, который красиво переливается. Сверху сразу лежит вкладыш, под которым телефон, а далее зарядное устройство, которое имеет мощность зарядки 18 Вт. Казалось бы, неплохо, но возможности телефона намного больше, до 27 Вт. Для того, чтобы воспользоваться всей мощностью быстрой зарядки, необходимо отдельно докупать блок питания на 27 Вт и USB Type-C кабель. Теперь откроем вкладыш. Здесь у нас скрепка, переходник Type-C на джек 3,5 для подключения наушников, документация, там ничего интересного, и силиконовый чехол. Я понимаю, что Xiaomi стремится сделать топовый телефон по более доступной цене, но чехол совсем дешевый и простой, хотя материал качественный, но на первое время сойдет. Ну а теперь сам телефон. Честно признаться, это мой первый флагманский телефон. Обычно брал среднячок, типа Redmi Note 5 и 6. И как только берешь телефон в руки, сразу чувствуется, что держишь качественную вещь. Эти ощущения придают гладкие формы и плавные изгибы корпуса. Телефон черного цвета, но это не чистый черный. Вот черный вокруг камеры. А это, скорее всего, какой-то графитовый или что-то вроде этого. Но как бы там ни было, на коробке указан черный. А сейчас пройдемся по внешнему виду. Рамка смартфона выполнена из металла, а вся остальная поверхность из стекла. Спереди большой Super AMOLED экрана 6,3 дюйма, который занимает 97 поверхности панели. Не так уж и много, но точно и немало. Защищен экран стеклом Gorilla Glass 6. Разрешение 2340 на 1080 с поддержкой HDR. Матрица от Samsung. Углы обзора максимальные, без искажений. Также присутствует олефобное покрытие. Сверху есть капелька, в которой расположена качественная 20-мегапиксельная фронтальная камера, индикатор состояния и разговорный динамик. Задняя сторона типа черная, очень приятная на ощупь и красиво переливается. Также покрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5. В верхнем левом углу расположен модуль с камерами. Сверху основной сенсор на 48 мегапикселей из 6 линз Sony IMX586. Она выделена переливающимся кольцом. Далее 12-мегапиксельная камера от Samsung для двухкратного оптического зума и 16-мегапиксельный широкоугольный сенсор 117 градусов Sony IMX481. Чуть ниже светодиодная вспышка. Также присутствует лазерная фокусировка, а вот оптического стабилизатора, к сожалению, нет. Сам модуль прилично выпирает и имеет сапфировую защиту. На нижнем торце микрофон, разъем Type-C и монодинамик. Справа кнопка питания и качелька для регулировки громкости. Слева двойной слот для сим-карт формата Nano. На верхнем торце микрофон для шумоподавления и ИК-передатчик. Еще с левой стороны есть кнопка, которая изначально настроена на вызов Google Ассистента. Такое решение однозначно понравится всем, кто пользуется голосовым помощником. Также можно поменять назначение кнопки, например, выключать фонарик или вернуться к предыдущему приложению. Теперь пару слов о начинке. Xiaomi Mi 9 – одно из первых устройств на чипсете Snapdragon 855. За графику отвечает Adreno 640. Оперативная память 6 ГБ. Встроенная память 128 ГБ, как в моей версии, и есть немного бюджетная версия на 64 ГБ. К сожалению, нет возможности расширить встроенную память SD-картой. И для меня это минус, так как 128 ГБ очень мало для телефона, у которого мощности хватит для выполнения большинства задач как минимум на 2-3 года. А про 64 ГБ я вообще молчу. Емкость аккумулятора 3300 мАч. Не самая большая, но достаточно. По кабелю телефон можно зарядить мощностью до 27 Вт.
За 30 минут заряжается 70%. С родной зарядкой 18-ваттной за полчаса набирается 55%. Также можно заряжать беспроводным зарядным устройством мощностью до 20 Вт. Кстати, на данный момент это самая мощная беспроводная зарядка среди телефонов. Еще одна фишка этого телефона – это сканер отпечатка пальцев на экране. Он позволяет разблокировать устройство, нажимая большим пальцем в нижнюю часть экрана. Область считывания отпечатка подсвечивается, когда мы берем телефон. Для начала добавим отпечаток и протестируем срабатывание. В других обзорах и отзывах люди жалуются, что нажимать неудобно, что было бы неплохо сделать сканер чуть выше, и еще не всегда срабатывает сканер. Тестируем. Кстати, как видим, при разблокировке экрана происходит красивая анимация. На своем пока небольшом опыте скажу, что достаточно удобно нажимать и срабатывает всегда. Возможно, только сработка происходит не так быстро, как у обычных сканеров. Сравнение и тестирование на производительность и скорость не буду производить. Этого хватает в интернете. На данный момент телефон любую игру на максимальных настройках тянет налегке. И думаю, запаса мощности хватит еще надолго. И тем более еще есть специальный игровой режим. Камера. На камере можно остановиться. Сравнение баллов от разных сервисов рассматривать не буду, так как одни говорят это неправда, мол проплачено, возможно и так, поэтому сами решайте этот вопрос, а я поделюсь своим мнением. Фото просто на высоте. При хорошем освещении, как ни сфотографируй, то шедевр. Картинка красивая, высокая резкость, отличная детализация. Придираться не к чему. В вечернее время, конечно, не тот результат, как днем, но качество все равно на высоте. Также можно пользоваться двукратным зумом без потери качества. Ну и не забываем пользоваться широким углом. Также хорошо себя показывает макросъемка до 4 см при рабочем автофокусе. Ну и конечно видео. Максимальное качество видео 4К при 60 FPS. При широком угле падает до 30 FPS, что и так достаточно. Днем понятно, качеству даже малейшего вопроса нет, но и вечером камера ведет себя достойно. Также можно снимать slow motion в разрешении 1080p при 960 FPS длиной 10 секунд. Качество записи видео на данный момент среди телефонов считается лучшим. Конечно, с этим можно поспорить. Возможно, качество фото и видео на пару пунктов и уступает другим флагманам Samsung, iPhone, Huawei. Но не забываем про цену. Разбежка-то почти в 2 раза. Чехол, который идет в комплекте, хорошо сел. Могли бы сделать его прозрачным, а не тонированным. Прячется вся красота. Если в Redmi Note 5-6 чехол выпирал чуть больше модуля камеры, тем самым защищал более от царапин, то тут наоборот. Модуль торчит. Не знаю, насколько это правильное решение. Как сапфировое стекло справится. Но одно точно скажу. Защищать модуль камеры все равно нужно. То же самое можно сказать и про корпус. Какие бы цифры не были бы после Gorilla Glass, все равно царапины будут собираться. Основная причина, по которой купил телефон, это повышение качества записи видео для моих обзоров. Наличие NFS тоже необходимая вещь. Телефон радует своим дизайном, по характеристикам вообще монстр и шикарная камера. Отмечу минус, что для меня встроенная память мала, которую, к сожалению, нельзя увеличить. На этом обзор заканчиваю. Телефон рекомендую. Ссылки на покупку под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.